Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Тауматург. Сейчас у нас то же самое задание про теракт. Собственно, мы в больнице идем говорить с этим одним из пострадавших, выживших. Имя которого я забыла. Кристиан. А теперь что? Клизма? Ну, типа... Какая от меня деталь ускользнула? А какая деталь от меня ускользнула? Подожди, какая деталь? А ну секунду, сейчас. Так. It's me again. Yes, sir. Я могу что-то ей сказать? Самочувствие. How's the Как? inpatient doing? Так, это мы знаем вроде. She finally fell asleep. Да, заснула. Попросить передать девочке плюшевого медвежонка. I brought her Я teddy принес bear. ее плюшевого медвежонка. Please, Передайте, give it to пожалуйста. her later. That's nice. Although, you know, Приятный жест, но I know, знаете ли, but знаю, This маму won't или bring зрение back ее her уже не mother вернуть. or her eyes. still, thank you. Maybe I'll return later. Ну окей, значит, я не знаю, что я могла упустить, иду, короче, к нему. Мы знаем, что он устроил теракт, а секунду 5, 2-3 секунды, а с каких пор мы это знаем? Почему я это пропустила? О боже. Можно мне записи? Он устроил теракт по приказу лихитов. Втайне жаждет славы и признания его заслуг. Это мы знаем, это я помню. То, что он... Так, ладно. Я знаю, что это твоих рук дело, Лихит. Понятия не имею, о чем ты. Можно мне уже морфия? Нет, нельзя морфия, сиди молча. Если это ты сделал на полном серьезе, то тебе вместо морфия можно только по лицу дать. Кепка с кровавыми пятнами. Последний крик моды у джентльменов бирмингемского среднего класса. Слова искренней пламенной клятвы, сказанные от чистого сердца и вшитые в орнамент кепки. Ее владелец присягнул на священной республике, что не раскроет тайну даже перед лицом смерти. А мы давай попробуем все-таки лицо смерти, вдруг раскроют. Больше, чем кажется на первый взгляд. Сомнений нет, теракт на Венском вокзале устроил Кристиан Круль. Он поклялся унести тайну своего деяния с собой в могилу, но я чувствую, что в глубине души он жаждет славы. Возможно, это приведет меня к лихитам. А мне кажется, что все-таки перед лицом смерти он как раз-таки рот и откроет. Может, устроим? Рад, что застолбастись. Вижу, вам лучше. Похоже, я везунчик. Что за вести? За чё уже переодет? Почему вы не хотите мне открыться? Все-таки я хочу рассказать о вас всему миру. Народ будет вами восхищаться. Вы знаете, кто такой Кмичец? Он хочет о вас написать по-польски для польской подпольной газеты о героях самопровозглашенной борьбы против оккупантов. Ты о чем вообще знаешь Кмичца лично? Да, он в нетерпении. Неужели? Что ж, может, я передам это кое-кому, а потом кое-кто даст тебе ответ. Где и когда встретимся? Успокойся, колдун, мы с тобой свяжемся. Ладно, да, иногда нужно
Ладно. Дома подождать ответ лихитов. Ну, просто прекрасно, конечно. У меня, кстати, есть еще одно задание, помимо этого. Иди. Я вот думаю, совсем скоро выполнить это задание станет невозможно. Давай попробуем пока с Абаурицием пойти на задание, потому что я не уверена, как скоро оно пропадет. Там написано совсем скоро, а тут мне надо ждать, и типа я все-таки посмотрела. Хотя бы. Тем более, что чем больше я путешествую, тем день проходит, как бы время на месте не стоит. Тоже. А Бауриций ты где? Как в старые времена. Ну да. Но если задание с Абаурицием, то, в принципе, без драк не обходится 100%. Ну, оно-то и так почти во всех заданиях не обходится, но с ним, мне кажется, шанс прям повышен. Привет, друг. Пилигрим, рад видеть тебя под своей скромной крышей. Tell me, Что у тебя what там за kind of action работенка? have you got coming up? Есть один мужик с базара Ружицкого, Кафар его звать. Этот ублюдок думает, что ему левый берег по зубам. Он вместе с дружками выкрал моего товарища Макса, мол, он им что-то там задолжал. Максу удалось сбежать, но осадочек остался. Я вот подумал, надо бы Кафару кое-что разъяснить. Ну, ты со мной? Почему ты не поручишь это делать Виком? Предлагаешь ему приключения, дабы укрепить дружбу, он вон как отвечает. Не драматизируй. Я своих ребят люблю, только им не говори. Но в этом случае нужно сработать тонко, а ты у нас еще и колдун. Пойдем со мной на базар Ружицкого. Пошли. Твои слова услады для моих ушей. Пошли, пора преподать Кафару урок. Он будет знать, как приставать к моим ребятам из-за воображаемых долгов. Я хребу, конечно. Ну ладно, окей. Смотри, какая красота. Торговки чешут языками, портовые рабочие ругаются, а вон режут на доске пастилу. А здесь был прилавок отца. Неважно. Где найти этого пройдоха? Он в той хибаре на юго-востоке. Обычно у входа дежурит его халуй. Ну, вперед тогда. Только ты иди с пиками и запри базар, чтобы Кафар понял, что все серьезно, никто из этих ублюдков не удрал. Шеф, не надо из-за меня подставляться. Я же не один, нам с Виктором не впервые колотить негодяев. Кто бы говорил, конечно. I don't know. Ну, чем провинился Кафар, мы вроде как уже поняли. У нас есть кое-какой опыт в избавлении от злодеев, даже тех, кто покрупнее. Ростовщики сраные. У Мешка Сицемина весь город был в кармане, ему в глаза боялись посмотреть. Но не мы с Виктором. Мы избавили Варшаву от этой мрази. Так что не о чем волноваться, Кафар для нас пустяк. Ну, походу, нам сейчас хамбец будет, да? Давай, закрой дверь, ворота. Сегодня, дорогой Виктор, мы будем предаваться воспоминаниям. Давным-давно в городе Русалки жил да был один Верзила, предводитель 40 мелких жуликов, хранивших порядок на базаре Ружицкого. Догадаю, мы праведные воины, которые его проучат, так? Ты так знаешь эту историю. До чего ж мы заботливые засранцы, да? Ты, я смотрю, в прекрасном настроении. Ну, конечно, прям как старые добрые времена. Мы с тобой против всего мира. Старинные друзья клянутся в верности, их голоса гремят как выстрелы. Чел, да ты поэт. К тому же этих молодчиков с базара Ружицкого распинывать даже весело. Пойми, чертовы ты они.
Let the fun begin. Ты что творишь? Закрываешь ворота, устраиваешь тут кипиш. Тебе здесь лучше не показываться, нет, Джетс. Yes, I know. Да, You're знаю, тебя intimidated by пугает the один sight вид of an интеллигентного intellectual. человека. Он еще в такой позе It's time стоит, to но write он the такой в first силе. chapter of today's tale on these ruddy mugs. I will call it Драматичный. The Pilgrim and the Poet K. Я помню о том, что он бандит, но я не знаю, он как персонаж... Ну, я не знаю, просто прикольный и все. Я хз. Я считаю, что, в принципе, в играх могут нравиться какие-то... Не то чтобы нравиться, но импонировать в какой-то степени даже не хорошие персонажи, потому что, ну, это все-таки... Это игра, окей. Ну да, оправдывайся, что... Так. Что это такое? Да блин, не откатилась. А чё? Давай откат. Угу. Это что? Я вроде как всем поубирала черты, да? Наконец-то ты что-то делаешь, спасибо. Но он прям долгий удар делает на 7 урона. Ладно. В принципе, ладно. Повысьте мне, кто-то концентрацию из вас тут повышает? Мне. Может, кто-то мне концентрацию повысить? Только ты, что ли? Да, походу, да. Ну, повышай, значит. А, подожди, нет, он не повышает мне концентрацию, он снижает им, а с меня снимает все пагубные состояния. Я сама могу только повысить себе концентрацию, да? Ну да, что-то типа. Давай. Угу. Угу. Семнадцать. Хорош. Кстати, я могу посмотреть, сколько у Абаурицы концентрации или здоровья? Ну, уже точно не могу. Красиво ты их, Виктор. Чувствуешь аромат Магдалины к воздухе? Когда ты врезал длинным, и чуть слезу не пустил. Боже мой. Ну, это ведь всего лишь первая глава. Перевернем страницу. Конечно, сюжет будет каким захочешь. Только в конце обязательно нужно нанести Кафару визит. Я ведь не ради развлечения. Да, давай Кафар, типа босс, да. Пришло время, Виктора, время утекает как дресня по штанине. Нужно ловить момент, о боже.
Lead the О way. боже, время утекает, как дресня по штанине. Это что-то новое, такого я еще, блядь, не слышала. Кафар, король грузчиков. Господа, позвольте представить вам Кафара, бесстрашного охранника Базара Ружицкого, человека, ценящего свою работу. По большей части потому, что у потрепанных жизнеторговцев легко вымотать плату за защиту. Словом, вот он столб нашего общества. Я, честно говоря, даже рад, что Абаурицей представил его мне. Предоставил. Ты там без меня не уходи далеко, да? А, ты тут? Ну давай, я буду идти в твоем темпе, да? Hold on, scumbags. Опять. Talking to you. Я поняла, это, What короче, did we поход do на to несколько deserve боев, that да, kind of перед treatment босс-файтом. from the authorities? Чем мы заслужили такое отношение со стороны властей? Властей? Это он-то? He's Да он just просто a продажный corrupt легавый. connor. You must Тебе, наверное, have жить a надоело, devilish паршивец. lice-ridden Урод. mongrel. Имя просто шикарное. Урод. Lovely. Another Чудесно. one to be Снова made нужно into из кого-то mincemeat. сделать отбивную. Let's Приступим, go, Виктор. Victor. А он счастлив и рад, капец. Хотя, если подумать, в его случае это уж не поможет. Ой, let me just get out of here, bastards. О май гад, мне интересно. Абаурицы, Абаурицы, помнишь, как мы дразнили полицейских и заставляли за нами бегать? Конечно. Знаешь, что у тебя в штанах и в башке? О боже, зачем? What? Что? Дерьмо. I'm gonna tear you apart. Похоже, у него нет чувства юмора. Глава вторая, Пилигрим и поэт увидели. Что увидели? Что увидели? О боже, ладно, я не знаю, зачем я это делаю, это просто немножко забавно и все. Не спрашивайте. В каком состоянии нельзя наслать, но мне во втором больше понадобится снижать. Ладно, давай. О, хорош. Пум. Хуп-хуп. Честно говоря, не то чтобы я пользуюсь атаками дальше первой. Ну, типа, там на концентрацию еще иногда, да. Но... Но первые атаки, они, во-первых, самые быстрые, а во-вторых, я бы не сказала, что какие-то там условные самые сильные атаки на самом деле такие уж сильные. Ну, урон, да, по крайней мере, у меня. Пум-пум-пум. Давай. 24. Ого, ничего себе ты выдал. Хорош. Можно мне уже этого босса? Мне просто интересно, он будет сильнее, чем они? Или на такое? Угу. Угу. А, я вижу Абауриса здоровье и концентрацию, да. Окей. О, ты-то друга моего не трогай давай, да? И все. И все, то и все.
Мне интересно, знаете что, вот мы не взяли голема. Ну, как бы мы видели его внешность, поэтому внешность, ну, его There's something моделька не очень-то уже в приоритете. Мне интересно, odd nearby. что там. Маленькая пачка. Внутри лишь подозрительного вида белый порошок. Над пачкой повисло облако и жажда богатства и успеха. Быстрые экипажи, дорогие рестораны, прекрасные барышни, правду говорят. Деньги правят миром, и он будет в них купаться, когда продаст свой волшебный сахар. Он будет жить как король. Так вот. Мне интересны были бы у голема атаки, во-первых, а во-вторых, анимации атак. Мы их не увидим. Что это тут? Что это у вас? Варшавский курьер. Породистые собаки, английские спаниели, щенята от родителей, удостоенных наград польских и иностранных выставок, обращаться по адресу... Да. По адресу, да. What are you Ты чё выкобениваешься? Нет же, это не твоя территория, что ты тут Why барагозишь? the hell did you come here raising a stink? Get out of our way, plebeian. Wait, about it. Постой, Абаурец, взгляни на него. А не похож ли он Doesn't на... he look like Бандита Самсона. Такие же поросячьи глазки, тщетно бегающие в поисках осмысленности. What did you say? О май гад. You look like a hothead Ты похож на from этого way хулигана, back который who stood когда-то in our давно way. стоял у нас на пути. Shall we do the same as we did with the other one? Поступим с ним так же, как с тем? Недостаточно гордыни. Мы из ордена францисканских монахинь пришли к вам, к достопочтенному господину Кафару, чья щедрость снискала славу по оба берега Вислы. Мы собираем деньги кукольному мастеру Карла на деревянную фигурку Христа. Когда его ольховые конечности живут, мы продолжим сборы с ним вместе. What? Карл, Is there что-то such я о a нем не public- слышала. А он откуда? Fuck, I Пиздец, can't я keep не my могу countenance сдержаться. Он like же I used круглый to. идиот. You can't talk to this idiot. О боже. Hit you for this. О боже. О май гад. Ладно, эта серия официально боевая, но... Я не знаю, это... Просто о май гад. Ну да, типа, я себе сейчас ничего буквально не сделала этим. Только убрала ему характеристику. Типа, у меня просто полные хп были, так что... Ого, он аж через 2 раунда на 3-й раунд только сделает эту атаку. Ну ладно, допустим. А, не через 2 сейчас. Ну, не важно. Давай так. Я редко использую сильные удары, но вот сейчас, допустим. О, а ты хорош с этим сильным-то ударом. Ого. Больно. Наверх. Откуда мне знать? Ой, Баурицей, ты там как? Ого, 10 урона. Ничего себе ты. «24, хорош. Ну, пойдем. Это, получается, сейчас будет. Niedjic, you snitch. You always drop in unannounced. Did you hear that? Не, ну ты слышал, Long поганый shot ростовщик called me зовет a меня snitch? стукачом. The scumbag.
Next time, В следующий I'll раз send you a пришлите note. телеграмму. I Не want you to трогай stay моих the людей, fuck особенно away from my Макса. people, especially Max. And what are you А не going то to что. do? У меня есть I've got a репутация, и лучше тебе reputation заткнуться, here. не лезь на You'd рожон. best shut your trap and bark up a different tree. He's going to get Сейчас his он меня trap получит. smacked. Врежь ему. Let's get him. В смысле? Какая-то деталь, что? Сначала расспросите Кафара о долге Макса. Расскажу свою версию. Who cares? I didn't Кому take you to какое have a дело? Я тебя с собой conversation взял не with him. разговор, а The разговаривать. darkest place is Самое under темное the место всегда под свечкой. Ваш Макс стащил у меня кое-что нужное, чтобы продавать самому. to sell it himself. Talk all you want. Болтай I сколько have no влезет, reason чего to мне believe тебе you. верить? You've Лапшу got the вешать ты window, мастак, so чтоб you'll шкуру say свою спасти. anything to save your Спряхнешь ass. что угодно. You're a schmuck, you know that? Shut your trap. Victor, I'm getting impatient. Он же сказал, замолчи не Виктору. Зачем тут запятая, а не тут? Он сказал этому замолчи, и Виктор, я теряю терпение или что? Окей, окей. Let's try. Ладно, давай, по-твоему. Я не могу ничего сделать другого, так как от меня ускользнула какая-то деталь. Ишь ты, какой ушлый, я вас... А у вас на мне ничего нет, а Макс пускай отдает, что должен. All right. Ладно, Have it будь your по-твоему. way. Victor and Мы I с will be Виктором going уходим. Really? Серьезно? Fuck no. And now Разбежался. say goodbye Прощайся to с your зубами. teeth. Глава Darling. 3. Chapter 3. The Pilgrim Пилигрим and the и поэт poet победили. conquered. Ладно, я надеюсь, я сохранилась, или оно сохранилось автоматически, а то мне кажется, что мы проиграем. А ладно. Ай. Так, что у тебя? А, у тебя нету. Сопротивление снижает получаемый урон, снижает влияние концентрации владельца, вы становитесь невосприимчивы к новым состояниям. Давай тебя. Да блин, ну снесите, а. Ладно. Хорошо, прекрасно. О боже. Я ржу с того, что они вот дерутся, да, там выстрелы, вот это все, но крови буквально 0. Ну ладно, окей. Так, пускай. Ого, хорош. Тоже хорош. Нет, стой, отмени. Отмени, знаешь что? Давай что-то вот этого. Как же много в этой серии драк. Ой, концентрацию снял.
Да, это последний был. All right. Ладно, я обо всем Just get забуду, the только fuck out. убирайтесь. Yeah, I bet Ну, you тут ты will. прав. Виктор, дай-ка Victor, пистолет give me Станислава. Stanislav's gun. Зачем? It's not worth Может, getting не our обязательно hands повторять, dirty не with хочется this stuff. руки марать об этом Ah, раз. yes, but Ну, может и this так, но в этот time раз it's уж мы на us коне, calling the уже не shots. будет как It's not прежде. going to be Теперь the мы same as хозяева back своей then. судьбы. We are our own masters. Ну так будь хозяином своей судьбы, не чужой. And I will Пощадите forget меня, я забуду обо всем, что вы everything, I сделали, swear. клянусь. И про Макса тоже, и мне с вами нечего делить. Shit. Вот дерьмо. Did you have Обязательно to было cry? плакать. Fuck it. Нам You'll будешь be руки kissing целовать our и моим hands. пиком. And my shifts, too. Sure thing. Конечно, вот. Возьми аквавиту на столе в There's знак some признательности. aquavita on the table, as a token of goodwill. Let's go. We've earned Пойдем, мы ourselves a заслужили high-grade первоклассный пилок. Слушай, ну ты, конечно, немножко перегибаешь так, ну, сильно, ладно. Не немножко, но перегибаешь, правда. Мы и так его избили, и он согласился забыть. Чё сразу вот это вот? Well, this is what Ну, I можно call a сказать, happy счастливый конец. Мы набили ending. морды We beat up бандитам, a few проучили их. thugs, and we Если не taught это them a благое дело, lesson. то царистское Well, правительство, if спасители that was an Варшавы. evil deed, then the Если Tsarist это не government благое would have дело. arranged war so differently. The loan shark is Ростовщик defeated, поверишь, но and справедливость justice наконец prevails восторжествовала. eventually. What a grand А я от time. души повеселился. I had a А ты? ball. How about you? Likewise. Тоже. You better tell Скажи me why честно, it was my dad почему who это swung моему for it, отцу, а не not нам us? пришлось за все отдуваться? Honestly. We Мы came вернулись, back. Станислав Stanislav увел took тебя you в into кабинет his на допрос, office что for потом? questioning, and then what? Father Отец никогда не never raised повышал his голоса. voice. Я бы хотел, чтобы I он wished he тогда had разорался, screamed но and он говорил been at the time, спокойно. but all he did was talk. From time to time, Иногда Валф barbarians Витя would show up and являлся, look at смотрел me. на меня, и в тот день я I думал, thought что I умру. would die that Потом day. я услышал, что твой Then I отец heard ответит за your смерть father ростовщика, would а нам answer с for тобой the все shark's сойдет death. с рук. And you and I would get away with it. Станислав сказал мне взять с собой этот пистолет, чтобы не забывать, что в этот день не только ростовщик попрощался с жизнью. Right. Да, My dad мой was отец brought in должен был jail, гнить в and тюрьме, а yours had твоему to пришлось sell торговать antiques. антиквариатом. Ну, я не знаю, а что толку, даже если раскроем, то что? Ты не знаешь всей правды. Мой отец был вынужден пустить к себе одну крысу, Ивана Конечкина. No Ну и shit. дела. Станислав стучал охранке, snitched to вот the те раз. Охрана? That's tough. Do you think your old man Думаешь, was твой right старик to правильно expel сделал, что you? выгнал тебя? Не знаю. Это было давно, в другой жизни. Right. Точно. And А now теперь, that когда Станислав на Stanislav том is pushing свете, up это уже не daisies, важно. It doesn't matter anymore. Never mind. Неважно, мы оба Each of us достаточно had a страдались, share of теперь пьем suffering. водку как победители. And now we're here drinking vodka as winners. Ты уверен, что вы победители? Должен признать, водка отменная. Agreed. Согласен, It горло burns обжигает, the как throat песня, в like голову the дает, как urge to sing вдохновение. sonnets. It hits the head like inspiration. Tastes like ружицкая. На вкус как ружицкая. You know, the Ну, booze ты from знаешь, the пойло butcher из shop. местной лавки. Виктор, Что What ты do обо you мне think думаешь, about только me? честно? really? Почему ты вдруг спросил? Stop hedging. Хватит You're увиливать, pissing это me выводит off. меня из себя. Наверное, третий вариант оптимальный. Бауриций, ты не вписываешься ни в какие известные мне рамки. Уж очень ты сложный. Are you flirting with Ты что, me? со мной флиртуешь? No Безобидно, у offense, нас but ничего не it won't получится. work Это не в out. моем вкусе. You're not my type. But enough talking for Ну, now. хватит болтать. Пора Let's пить. За drink. дружбу, Виктор. To friendship, Victor. To being squared up. Ну, ты что, со мной флиртуешь? Ну-ка, вообще-то нет. Ну ладно, пусть будет так.
Мы получили от Абауриция, точнее, от задания ачивку какую-то там помочь. Письмо от Абауриция. Брат, клятву данную за рюмкой водки не разорвать самому дьяволу. Я ушел к пикам. В стерильместе нельзя оставлять без присмотра надолго, иначе всякая шваль полезет из источных канав. Ты проспал чудесный рассвет, дремал так сладко, что я не осмелился тебя будить. До скорой встречи, А. П.С. Ты во сне иногда пускаешь слюни. О, боже. Окей. Осетры – будущее Польши. Коллеги, сегодня мы собрались обсудить вопрос высочайшей важности. Мы, подпольное объединение рыболовов Польши, обязаны незамедлительно принять меры по защите польского осетра. Мы наблюдаем катастрофическое сокращение поголовья этого величественного обитателя Вислы по причине, которая делает всю ситуацию поистине невыносимой. Осетра стали вылавливать ради икры. Икры, которая идет прямиком на стол императора. Поэтому мы призываем к борьбе за независимость всех, кому не безразлична судьба рыбалки и нашей с вами родины. Ловить рыбу? Да, давай. Круговорот жизни и смерти. Сегодня я забрасываю удочку, завтра сам попаду на крючок. Окей. Так. Вот это теперь можно продолжить с лихитами, получается. Что такое? Разрешение? Какое еще разрешение? Река ведь для всех открыта, разве нет? Кто же мне, по-твоему, рыбу поставляет? Что, 5 килограмм леща с луны свалились? За это полагается штраф 5 рублей. И это я еще добрый. Раз уж вы так заботитесь о реке, вот вам 5 рублей заслужили. О, спасибо. Милости прошу, напоминаю, без труда не выловишь рыбку из пруда. Увидимся. Да. Ладно. И где я? Пражский порт. Вот где я. Я уже и за всеми этими зданиями забыла, где мы были, а где нет. И типа, где мне еще можно телепортироваться, чтобы посмотреть задания. Ну, если на участке какие-то доп. Задания, прежде чем идти на конечное. Или оно не конечное, я хз. Во всяком случае, там было сказано, что идти назад не будет, что-то такое. Выполните все, что вам нужно выполнить. Ну, стандартно. О боже, почему-то внезапно мне захотелось поиграть в Horizon. Может быть, и надо будет. Угу. Вы как раз вовремя, пан Шульский. Я уже шла запирать. Лекция вот-вот начнется. Какая такая лекция? Пани Лидия, какая она деловитая, помогает этой крылатой школе. Вот и пожелала, чтоб никто не упорхнул с лекции. Спросите у нее сами. О боже, она решила устроить лекцию у нас дома. Окей. Хорошо. Совсем скоро. Это значит, что я сейчас сюда иду. Привет. Ваша сестра любезно согласилась принять летучий университет у вас дома. Вы же останетесь на лекцию? А вот уж не мечтал когда-то увидеть в этом доме такую толпу. Это верно. Мне нравится эта перемена. О чем лекция? Это одна из лекций, посвященных экономическому аспекту женского вопроса. Тебе было бы полезно послушать. И кто же обучается в столь незаконном университете? Те, за кем я уверен будущее. Сегодня к нам поступают даже юноши, хотя изначально университет был сосредоточен на женском образовании. Лигия одна из наших незаменимых лекторок. Ну что вы, Самуэль? Быть может, вам угодно попробовать себя в нашем ремесле? Не желаете ли провести сегодняшнюю лекцию? А как я могу провести ее, не знаю, о чем лекцию? Я? Лекцию о чем?
Быть может, вы просветите нас на тему вам близкую, на которая для остального мира остается неопознанной, короче. You mean Вы Thaumaturgy? про тауматурги? Мне доподлинно известно, что среди наших студентов есть те, кто готов продать душу ради возможности поговорить с вами. В таком случае вы согласны? Говорите себе, он может без труда, верно? Agreed. Хорошо, я в деле. Буду вам крайне признателен. Можно начинать? Я не готов. Нужно еще кое-что подготовить. Вам что-то нужно? Пожалуй, я воспользуюсь реквизитом, чтобы нагляднее продемонстрировать теорию. В кабинете должны быть подходящие вещицы. Я мигом. Вот увидите, брат не разочарует. Ждем вас с нетерпением. Окей, давай. Что такое? Ты недоволен чем-то? Если я явлюсь под маскировкой, могу вызвать подозрение. Так я и думал. Пора найти, о чем рассказать этим студентам и студенткам. Давай найдем. О какой маскировке ты говоришь, я не поняла, конечно. Ну да ладно. Ну да, пофиг, в общем. Пум-пум-пум. Дверной проем комнаты Лигии. Насечки на дереве наш с Лигией рост. На дверном проеме, полном семейных воспоминаний, чувствуется нерешительность кого-то постороннего. Незваный гость прислонился к проему, долго колебался, но так и не вошел. Должно быть, его внимание привлекло что-то другое. Что я делаю у Лигии в комнате? Это не важно. Я просто зашла. Все. Есть во что переодеться у тебя? Нет, ну будешь ходить так, фиолетовая, мне нравится. Лошадка-качалка, верная подружка моих детских забав. Кто-то явно не ожидал увидеть лошадку в комнате взрослого мужчины. Незваного гостя спугнул шум из соседней комнаты. Двуличный человек. Метка. Извините, excuse me. Кто, зачем заходил в мою комнату? Опа, а ты чё? Мистер Виктор, Виктор, простите меня, не могла сюда не заглянуть. Этот дом внушает трепет. Излишне любопытная Цицилия копалась в отцовском кабинете. И что вам больше всего приглянулось? Сложно выбрать что-то одно. Думаю, сильнее всего меня восхищает то, как за каждой, даже самой невзрачной вещицей может крыться магическое предназначение. Вы правы. Я как раз собирался рассказать об этом на лекции. Жду не дождусь. Другие комнаты вы тоже посетили? Ты о чем? Кто-то побывал в моей спальне, вы и ваш загадочный сообщник опять что-то затеяли. Господин Шульский, я не потерплю такой клеветы. За кого вы меня держите? Ни в чьих спальнях я не была. Я подожду внизу, не хочу, чтобы кто-то подумал, что здесь происходит что-то неприличное. Да, ладно. Окей, давай сохранимся. Кажется, давно сохранения не было. А я Гримуар так и не нашла Папкин, да? Да. Маска Велеса. Велес не похож сам на себя. Быть может, у мастера было только описание от кого-то, кто видел Салютера. Я все еще чувствую на ней игривый восторг Лигии с того дня, когда она до смерти напугала меня этой маской. Старая антитауматургическая книга о том, как чародеи и люд изводят порча учения Христа и как защитить себя от этой напасти. Разными путями искушает невинного человека нечистая сила, воплощенная в чародейском обличии. Посему надлежит простому люду с бедами своими в монастырь идти до храм, а не искать помощи у дьявольских отродий, как случалось то доселе
доселе во вред вере христианской на радость всемножащегося полчища чернокнижников, ей, Господи Богу. Феофил писал: «Ибо нет власти, кроме как от Бога, который дает меч для наказания грешников и защиты всего добра. Так и мы верим, что власть сатаны над человеком должна искоренять любыми способами. Тауматургов посему следует сжигать на костре». Прикольно, прикольно. В Ревене таким образом избавились от всех чародеев, а с ними и от бед людских. Что происходит? Люди стали вновь исправно выполнять супружеский долг, а к тем несчастным, которые в зверье превратились, вернулся прежний облик. Извините, что это за... Клевета на тауматургов, достойная темных веков. Голубая мечта инквизитора. Отец долго пытался раздобыть эту книгу. В итоге мать воспользовалась своими связями, чтобы ее привезли из-за границы. Книга искрится честностью. Должно быть, она из тех времен, когда люди еще говорили друг с другом. Думаешь? Yes, sir. Гребенка Станислава. На непримечательные повседневные вещицы собрались мысли тауматурга. Еще на ней остался волос. Отвратительно. Снять его или оставить? Гребенка выверенным движением скользит по редеющим волосам, но мысли отца беспорядочные. Он колеблется. Наказывать сына, согласиться на сделку, отослать его подальше. Как же его спасти? Ну да, его папаша все-таки хотел, защитить сына, но... то, как он все-таки себя вел, это не совсем оправдывает. Нашел у отца пару вещиц для обсуждения на лекции, а каждой из них можно говорить часами, я сделал правильный выбор. В целом, я думаю, давайте закончим на этом и лекцию проведем уже в следующей части. А я тут была? Да, я отсюда начала. Здесь у меня ничего нет. Да, все, сохраняемся тогда. Спасибо вам, Твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.